Серафима Захаровна Ситник – женщина, которая отважно сражалась за Отечество, но в 1943 году перебежала в РОА, организацию, запрещенную в Российской Федерации, к преступнику-генералу Андрею Андреевичу Власову. Впрочем, в этой истории не все так однозначно, но я не собираюсь никого оправдывать, просто скажу об интересной ситуации, случившейся в годы войны. Серафима Ситник родилась в 1912 году. По понятным причинам в событиях революции и гражданской войны она не участвовала, но военная карьера этой женщины началась рано. Уже в финскую Ситник воевала, она выбрала путь летчицы. К Великой Отечественной Серафима Захаровна была уже опытным военным человеком, ей даже доверили командовать батальоном в полке связистов. Ситник руководила подразделением и совершала боевые вылеты. В 1941 году летчица получила орден Красного Знамени, а потом Ситник добилась перевода в 205-ю истребительную авиационную дивизию. До этого она успела выйти замуж за летчика Юрия Немцевича. Он командовал дивизией, в которой служил Ситник. Женщина, несмотря на наличие малолетнего сына, решила воевать до последнего, но у судьбы на нее были другие планы. Кстати, наличие ребенка – это важный факт во всей истории. Мальчик остался с бабушкой в тылу. 24 октября 1943 года Серафима Ситник выполняла боевое задание на У-2, и ее напарником был Павел Скалий. Самолет пропал. И в этот же день был издан приказ о том, что Серафиму Захаровну нужно считать погибшей. Юрий Немцевич был в трауре. Он не скрывал слез, сильно переживал из-за потери супруги. На борту своего самолета летчик написал «За Симу Ситник». Между тем Серафима Захаровна выжила, правда попала в плен к немцам. Как это произошло? На этот счет есть две версии. Первая. Согласно ей, Ситник должна была в рамках своего боевого задания совершить посадку на аэродроме, расположенном недалеко от деревни Пятихатки. Летчица не знала, что территория уже занята немцами. Самолет приземлился, и Серафиму пленили. Другую версию описал Александров в своей книге про армию Власова. Автор труда посчитал, что самолет Ситник сбили немецкие зенитчики. Летчица успела прыгнуть с парашютом, на земле ее захватили немцы. История более захватывающая. Возможно, что Александров приукрасил реальные события, но эта версия кажется более правдоподобной. Во-первых, потому что опытная летчица, скорее всего, смогла бы догадаться, что с аэродромом что-то не так. Во-вторых, умалчивается судьба Павла Скалия. Вероятно, он прыгнуть с парашютом не смог. Возможно, что был уничтожен зенитным огнем. Как бы там ни было, а итог один. Серафима Ситник была захвачена в плен. Более того, 29 октября ее голос был слышен из немецких радиоустройств. Ситник говорила своим бывшим товарищам, что нужно сложить оружие и перейти на сторону Германии, чтобы освободить родину от коммунистов. Очень странная история. Серафима Ситник была одним из лучших бойцов, и тут неожиданно поддалась на уговоры или угрозы немцев. Борис Плющев писал, что Ситник не соглашалась сотрудничать с фашистами. Более того, она по-настоящему их ненавидела. Дело в том, что у Серафимы Захаровны были сведения, что немцы убили ее мать и сына. Оказалось, что Ситник ошибалась. Это тоже очень интересный момент. Советские командиры якобы сообщили Серафиме Захаровне, что ее родных уже нет в живых. А немцы узнали, где находятся мать и сын летчицы, послали в подконтрольный район спецсамолет и доставили родных Ситник пленной. После этого Серафима Захаровна согласилась на сотрудничество. Она якобы осознала, что коммунисты ей врали. Я не думаю, что советское командование умышленно дезинформировало Ситник. Возможно, просто достоверных сведений о судьбе матери и сына Серафима ни у кого не было. Может быть, немцы выиграли именно за счет того, что просто смогли воссоединить семью Ситник. Что касается дальнейшей судьбы летчицы, которой разрешили носить советскую форму майора, то есть две версии. Первая. Ситник в конце войны сделала подложные документы для себя и своих близких, укрылась где-то в Европе. Второе. Гитлеровцы решили устроить проверку Серафиме. Они организовали встречу с партизанами. Убедившись, что Ситник может предать, ее расстреляли. Как бы там ни было, а женщина, выходит, выбрала семью, а не родину. Я не могу ее за это осуждать. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.